В нашем мире достаточно много тайн и загадок. Некоторые довольно странные случаи иногда удается хоть как-то объяснить, а другие так и остаются без ответа. Давайте посмотрим сегодня на подобные случаи и попытаемся все вместе найти хоть какое-то логическое объяснение. Итак, присаживайтесь поудобнее, я начинаю. На самом северном и самом диком острове Япония, Хоккайдо, есть место под названием национальный парк Дайсэдзузан, который древние айны именовали любопытным словом Камуи-Минтара, что буквально означает «игровая площадка богов». Это крупнейший национальный парк Японии, площадью около 2267 квадратных километров, занимающий обширные участки нетронутой дикой природы и горную гряду, которую часто называют крышей Хоккайдо. В пределах этого хребта находится гора под названием Асахи-Даки. Это действующий вулкан, который является самой высокой вершиной Хоккайдо и является меккой для туристов и отдыхающих со всей страны, полной живописных видов и большого количества флоры и фауны. Но это также место одной из самых странных неразгаданных тайн Японии. В июле 1989 года двое туристов-альпинистов из Токио отправились на одну из многочисленных троп Асахи-Даки. Когда они не вернулись в назначенное время, обеспокоенные друзья и родственники уведомили власти, которые начали массовые поиски в районе горы, используя наземные поисковые группы и вертолеты. Один из этих вертолетов в какой-то момент обнаружил большое слово «СОС», выложенное внизу на земле у реки Чибицугава, из больших березовых бревен, сложенных друг на друга. Приняв это как многообещающий знак того, что это сигнал о помощи был послан потерявшимися туристами и что они живы и находятся где-то неподалеку, вертолет начал делать облет территории, а также сообщил наземным командам искать в этом месте. Вскоре они смогли обнаружить двух пропавших без вести мужчин в пещере, примерно в 2-3 километрах к северу от знака СОС. Туристы находились без сознания, но были живы и достаточно здоровы. Когда их привели в чувство, они объяснили, что попали в ловушку внезапного наводнения и были вынуждены укрыться в пещере. Все это звучит как вполне обыденная история поиска со счастливым концом, но это было самое начало этой истории. Дело в том, что найденные туристы уверяли, что они никакого сигнала СОС из деревьев не сооружали. На следующий день полиция вернулась в этот район, чтобы поближе взглянуть на знак СОС. У них появилась теория, что в этом месте находится еще кто-то потерявшийся, и что именно он соорудил этот знак. При осмотре знака на земле было выяснено, что это на самом деле довольно громоздкое сооружение, на которое, без сомнений, было потрачено очень много сил и времени. Кто-то приволок в эту местность множество тяжелых березовых стволов. Каждый символ знака состоял из 5-6 стволов берез. В длину весь знак СОС был 18 метров. Еще более странным было обнаружение совсем рядом с этим знаком скелетизированного тела человека с несколькими сломанными костями и следами укусов различных животных. Рядом с этим телом лежал туристический рюкзак, в котором было полотенце, мыло и небольшой комикс-манго, а также аудиоплеер с кассетой внутри. При прослушивании кассеты оказалось, что это запись диктофона, на которую мужской голос очень жутко и бессвязно говорил следующее: «Я не могу двинуться с этого обрыва. Помогите мне. СОС, пожалуйста, помогите. Я нахожусь рядом с тем местом, где изначально находился вертолет. И я не могу двигаться дальше из-за того, что мне мешают бамбуковые заросли. СОС, помогите мне. Я на скале и не могу пошевелиться. Поднимите меня. Пожалуйста, вытащите меня отсюда». Слово «СОС» мужчина буквально кричал, словно надеясь, что кто-то услышит его в лесу на этой записи. Было очень странно, что мужчина записал это сообщение на пленку на своем диктофоне. Почему он это сказал? У него, очевидно, не было возможности передать кассету кому-то. Так зачем ему вообще было беспокоиться об этом и делать такую запись? Может быть, он ставил кассету на громкий звук и пытался так привлечь людей. Однако состояние батареек плеера показывало, что он, скорее всего, не использовался подобным образом. Кроме того, если он был в такой ужасной форме,
то как ему удалось кропотливо притащить тяжеленные бревна из леса и сложить все эти бревна, чтобы сделать знак СОС? Еще одна странность заключалась в том, что рядом не было найдено никакого инструмента, с помощью которого можно было бы отпилить эти березы. А ведь эти стволы были именно отпилены, они просто валялись в лесу, поваленные сильным ветром. Кто был этот парень? Как он сделал знак СОС? И почему оставил это загадочное сообщение на аудиоплеере? Никто не знал. Лишь спустя много времени полиция в конечном итоге опознала этого мужчину как выпускника Киотского технологического института Ивамуру Кензи, который пропал без вести 11 июля 1984 года в возрасте 25 лет, оставив все свои вещи и любимую фотокамеру в местном хостеле. Кензи вообще не увлекался туризмом, он был фанатом старых поездов и в 1984 году отправился в поездку по Японии лишь для того, чтобы посмотреть на старые локомотивы в депо. Как его сюда занесло? И почему за 5 лет, что прошло с его исчезновения до обнаружения тела, его вообще не искали? Сейчас остается только гадать, случайно ли первых 2 туристов нашли так близко к этому сигналу СОС, о котором они никогда раньше не слышали. Или тут была какая-то связь? Что случилось с Кензи в лесу? Почему он пошел туда, не взяв практически никаких вещей, отчего почти все кости в его теле были сломаны? Если это все-таки он сложил знак СОС, то каким образом ему это удалось, без пилы и со сломанными костями? Одной из распространенных тайн, связанных с лесами, являются случайные странные вопли и крики, часто с плачем, которые исходят из этих диких мест, вызывая трепет, удивление и страх. Эти крики и вопли, как правило, невозможно связать с каким-то конкретным зверем, даже с лисами, которые иногда любят истошно поорать и чьи крики иногда напоминают женские. Случилось это в 1988 году. Энди, любивший походы по лесам, вместе с отрядом бойскаутов отправился в лес. Они услышали там жуткие и странные вопли. Было это неподалеку от местечка под названием лагерь Каневага, расположенный к северу от Нью-Оксфорда в округе Адамс, штат Пенсильвания. Крики, услышанные ребятами и Энди, были настолько страшными, что очень напугали их. Настолько, что они решили полностью свернуть свой поход и вернуться в лагерь. Лон, Энди и еще один их приятель по имени Джон собрались для многодневного похода, так как это место находилось в самой глуши, если идти вдоль ручья Каневага. Первая их ночь в лесу прошла без происшествий, хотя у них возникло стойкое ощущение, что из леса за ними кто-то наблюдает. Также в ту ночь они услышали подозрительный шорох совсем рядом со своими палатками, но пытались объяснить это естественными причинами, какими-нибудь белками или барсуками. На следующий день они прошли еще несколько миль по лесу вдоль ручья, и все это время их также не оставляло ощущение, что кто-то пристально смотрит на них со стороны. Они пытались списать это на свою нервозность. На вторую ночь случилось то, ради чего они забрались в это место. Вечером, когда мы сидели у костра и разговаривали о футболе, внезапно снизу по течению раздался крик. Сначала я подумал, что это похоже на сову, но через несколько минут это повторилось снова, и теперь это отчетливо походило на крик ребенка. Я не мог сказать, как далеко от нас это было, но крик длился несколько секунд, потом замолкал, а потом снова появлялся. Мы встали и прошли несколько метров в лес, ожидая снова услышать звук, но теперь было тихо. Около часа было тихо, и мы обсуждали, что могло естественным образом вызвать этот звук. Я слышал, как кричат рыси, совы и кролики, и ни один из них не был похож на этот звук. Мы сошлись во мнении, что это точно был детский плач. Мы решили не спать всю ночь. Была полная луна, и нам была видна большая часть леса и ручья. Примерно в час ночи я прошел по периметру нашего лагеря, когда вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Я остановился и попытался понять, что происходит. А потом рассказал Энди и Джону о своих чувствах, и мы пошли глубже в лес к развилке. Мы прошли около 15 метров, когда внезапно справа от нас увидели большую темную фигуру с ярко-красными глазами, стоявшую в воде ручья. И вдруг она взлетела прямо в воздух со слышимым свистом, а через несколько секунд мы услышали еще один детский плач, который, казалось, стихал, как будто удаляясь от нас. Мы поспешили обратно в лагерь и попытались понять, видели ли мы все одно и то же.
Энди был в шоке и не разговаривал несколько минут, пока я не подтолкнул его к воспоминаниям. Джон был на удивление спокоен и оценил, что существо было около 6 футов ростом, 182 сантиметра, темного цвета, и казалось, что что-то выходило из его спины. Я также заметил непонятные структуры на спине и сказал, что это напомнило мне крылья, но я не был уверен. Далее мы все согласились, что у него были ярко-красные глаза. Это существо или фантом скрылось от нас так быстро, что у нас даже не было времени навести на него фонарик. Энди после этого не хотел ночевать в лесу, а хотел возвратиться к зданию лесного управления, а утром вернуться за вещами. Он и Джон пошли обратно, но я решил остаться в лагере до конца ночи. Ничего значительного в ту ночь больше не произошло, хотя ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, осталось. Это существо, с которым они столкнулись, очень похоже на знаменитого Человека-мотылька, но я не нашел никаких весомых причин, по которым этому существу надо было сидеть в лесной глуши и вопить, как плачущий ребенок, пугая туристов. Впрочем, спустя годы я услышал об еще одном похожем случае, когда бойскауты в том же лесу услышали странные вопли, а после увидели монстра. В 2008 году пришло электронное письмо от человека, который жил примерно в миле ниже по течению от места этого инцидента, недалеко от плотины Дика. Он заявил, что много лет слышал в местном лесу подобные крики и что эти ужасные звуки продолжаются по сей день. Вскоре после этого пришло письмо от командира местного отряда бойскаутов, который рассказал, что несколько мальчиков из его отряда стали свидетелями того, что они описали как дракона, ростом 6 футов, с крыльями и хвостом. При этом мальчики были уверены, что существо было покрыто мехом или чем-то вроде перьев. Он сказал, что ребята были серьезными, когда рассказывали об этом, но он тогда подумал, что они просто шутят, и не поверил им. Но потом он наткнулся на историю о встрече в этом лесу с красноглазым и решил, что ребята говорили правду. С тех пор я продолжал регулярно проверять все истории из этого района, пытаясь понять, не случилось ли там еще чего-нибудь странного. Возможно, кто-то из вас встречался с подобным. Будет очень интересно услышать вашу историю. Конечно, попробуйте сами дать хоть какое-то логическое объяснение этим случаям, ведь только все вместе мы сможем найти ответы. Свои истории пишите в комментариях и личных сообщениях. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.